Всем добрый день, это компания Vinteo, меня зовут Руслан. В этом видео мы познакомимся с основными настройками десктопного клиента Vinteo Desktop и научимся в нем работать. Итак, открываем Vinteo Desktop. На главном экране мы видим список наших последних входящих и исходящих звонков. Их вид можно настроить, нажав на кнопки в правом верхнем углу. Вот так, либо вот так. Давайте перейдем в левую часть экрана. Верхняя кнопка открывает панель с набором номера. Здесь можно ввести номер конференции и IP-адрес сервера, чтобы позвонить, либо просто ввести номер абонента и позвонить ему напрямую. Вторая кнопка – это список ваших контактов. Здесь можно добавить новый контакт. Давайте это сделаем сейчас. Нажимаем вот сюда «Добавить контакт». Важное уточнение, контакт, который вы добавляете, должен быть зарегистрирован. Например, давайте заведем пару абонентов. Допустим, Александр Пушкин. Я знаю, что его номер на сервере 127. Нажимаем кнопку «Готово». И у нас появился наш первый абонент. Давайте сделаем еще одного. Например, Михаил Юрьевич Лермонтов. Его номер на сервере 217. Также нажимаем «Готово». И вот у нас появилось два абонента. Что мы можем с ними сделать? Ну, во-первых, мы можем объединить их в группу. Для этого нажимаем сюда же «Добавить группу». Вводим название группы, например, группа 1. Воспользуемся поиском, либо выберем из списка вручную тех абонентов, которых нужно добавить в эту группу, и нажимаем кнопку «Готово». Теперь у нас есть группа 1, в которой есть два участника – Александр Пушкин и Михаил Лермонтов. К группе мы вернемся чуть попозже, давайте вернемся к контактам. Помимо того, что можно их объединить в группу, также с ними можно совершить групповой звонок. Возвращаемся в набор, нажимаем на групповой звонок, также выбираем по поиску участников, либо вручную. Звонок можно запланировать, тогда нам нужно будет выбрать дату, время звонка и его продолжительность. И тогда, когда мы нажмем на кнопку «Вызов», наша конференция, наш групповой звонок запланируется. Если же мы хотим позвонить прямо сейчас этим абонентам, нажимаем на групповой звонок, галочку «Запланировать звонок» не ставим. Выбираем участников, с которыми мы хотим поговорить. И нажимаем на кнопку «Вызов». Таким образом, сразу создается конференция с этими участниками. Для чего мы ранее создали группу из наших абонентов? Дело в том, что группы очень удобны тем, что вы можете объединить определенных абонентов, это мы уже сделали, и потом, зайдя в группы и кликнув по необходимой, вы сразу попадаете в групповой звонок. Например, мы кликаем по группе и нажимаем «Вызов». И сразу мы позвонили абонентам, которые находятся в нашей группе 1. Таким образом, очень удобно не искать каждый раз необходимых участников, а разбить ваших абонентов на рабочие группы и вызывать их буквально в 2 клика. Обратите внимание, то, что функция групповых звонков является подключаемой, то есть администратор через веб-интерфейс, зайдя в настройки абонента, вот сюда в расширенные, может либо разрешить, либо запретить совершать групповые звонки. Если мы запрещаем совершать групповые звонки и сохраняем, то при перезапуске Vinteo Desktop мы увидим, что функция групповых звонков больше недоступна. Поэтому прежде всего нужно смотреть вот здесь в расширенных настройках абонента, включен ли у вас ползунок «Разрешить совершать групповые звонки». Если он включен, и мы перезапустим Vinteo Desktop еще раз, то мы увидим, что функция группового звонка снова появилась в нашем Vinteo Desktop. Двигаемся далее. Третья кнопка – это история ваших звонков. Здесь можно выбрать какой-то из ваших прошлых звонков и, кликнув по нему, перенабрать его еще раз.
Здесь также можно очистить историю звонков. Также в контактах есть две удобных фичи. Это экспорт контактов. Вы можете экспортировать все свои контакты, например, для переноса на другой компьютер. Кликаем «Экспорт контактов», сохраняем их на компьютере. И в то же время на другом компьютере можно импортировать те контакты, которые вы сохранили. Кликаем «Импорт», выбираем контакты, которые мы сохранили, и нажимаем «Открыть». Двигаемся далее. Спускаемся в левый нижний угол. Здесь шестеренка настроек. Первая — это настройка подключения. Здесь вводим IP-адрес сервера, куда мы хотим позвонить, имя, которое будет отображаться под нашим абонентом в конференции, значок авторизации. Если у нас есть номер и пароль абонента, мы можем авторизоваться под ними в Vinteo Desktop, либо отключить, тогда мы будем подключаться как анонимы. Установить автоответ при входящем вызове. Тогда, если вам будут звонить с сервера, программа автоматически ответит и запустит вас в конференцию. И также галочка «Выключить микрофон при автоответе». Это сделано специально для того, чтобы не пустить в эфир конференции лишние звуки, которые могут возникнуть, если вы забыли о том, что ваш Vinteo Desktop уже запустил вас в конференцию при автоответе, и посторонние шумы могут попасть в эфир. Таким образом, система сама помогает вам настроиться, убрать все отвлекающие факторы, а уже потом включить микрофон вручную и начать работать. Следующая панель — это настройка устройств. Здесь можно выбрать камеру, причем обратите внимание, что изображение с вашей камеры появится в правом нижнем углу. И вы сможете сразу протестировать, работает ваше устройство или нет. Также можно установить разрешение с картинки вашей камеры, можно оставить авто или выбрать то, которое вам больше всего подходит. Установить автонастройку качества. При этом система сама будет подстраивать разрешение в зависимости от пропускной способности вашего интернет-канала. Также можно выбрать микрофон. Микрофон сразу же можно проверить, если произнести несколько фраз и проследить вот за этой амплитудой. Если она изменяется, значит микрофон работает и настроен. Включить или выключить режим эхоподавления, для того, чтобы избежать повторения звуковых сигналов в конференции. Выбрать динамики, либо наушники, либо другое выходное устройство, подключенное к вашему компьютеру. Установить громкость вашего выходного устройства при помощи вот этого ползунка. Здесь же можно проверить, что ваши динамики работают. Если вы услышите вот такой звуковой сигнал, значит все в порядке. Также можно установить ваш аватар. Для этого выберите из компьютера изображение, которое вам нужно. Оно появится вот здесь. И это изображение будет показываться в конференции в качестве плашки, если у вас будет отключена камера. И также панель основных настроек. Здесь можно установить галку автозапуска, чтобы Vinteo Desktop автоматически запускался при включении компьютера. Это все, что касается основных настроек в стендбай режиме. Давайте теперь позвоним в какую-нибудь конференцию, потому что в режиме звонка добавится много другого функционала, который мы сейчас и разберем. Я подготовил специальную конференцию, в которой наглядно расскажу о новом функционале. Итак, звоним в конференцию и попадаем в ее основное поле. Здесь добавилось несколько новых кнопок, давайте разберем их по порядку. В верхней части экрана появилась кнопка вызова чата. При нажатии на эту кнопку откроется панель, куда можно написать всем участникам конференции текстовое сообщение. В нижней части кнопка выхода из конференции. Слева кнопка включения-отключения микрофона. Справа отключить и включить вашу видеокамеру. Если мы отключаем видеокамеру, то вместо нее появляется аватар, который мы загрузили чуть ранее. Еще одна полезная функция. Этот аватар можно загружать в динамическом режиме, то есть даже в процессе конференции вы без проблем можете загрузить ваш аватар без необходимости переподключаться в конференцию. Идем далее.
Давайте включим камеру обратно. Ползунок громкости, чтобы сделать тише или громче конференцию. Далее иконка в виде глобуса. Это функционал для участия в конференциях с использованием синхропереводов. Здесь можно выбрать тот аудиоканал, который вы хотите слышать. Например, русский, либо английский, либо немецкий, либо китайский. Языков может быть много, в зависимости от конкретной конференции. Здесь можно выбрать тот, который нужен именно вам. Нажав на следующую кнопку, мы откроем меню, где можно начать презентацию, выбрав со своего компьютера необходимый файл. Приложение уже должно быть запущено. У меня открыто приложение в PowerPoint. Я его выбираю. Здесь, кстати, тоже есть шестеренка настроек, где можно настроить качество. Причем ваша презентация после недавнего обновления теперь проксируется, то есть мы отправляем разрешение наилучшее, и именно такое разрешение получат все участники конференции, вне зависимости от того, с какими лицензиями и с каким качеством они подключались. Нажимаем кнопку «Готово» и нажимаем «Презентацию». Вот она, наша презентация. И вот презентация запустилась. О том, что презентация показывается всем участникам конференции, свидетельствует еще одно окно. Вот оно. Теперь давайте посмотрим, как это выглядит глазами других участников конференции. Я зашел под другим участником в эту же самую конференцию. И теперь мы видим то, что презентацию можно свернуть, либо установить вот такую раскладку, либо только презентацию. Стоит заметить, что в оригинальном разрешении презентацию получат только пользователи Vinteo Desktop и веб-клиентов. Участникам CPH323 пойдет презентация в соответствии с параметрами их подключений. Возвращаемся в Vinteo Desktop. По этой же кнопке презентацию можно отключить. Следующая кнопка скроет картинку с вашей камеры из правого нижнего угла. Обратите внимание, что камера не выключится при этом. Не путайте ее с вот этой кнопкой. Чтобы выключить камеру, используйте именно ее. А эта кнопка скрывает изображение с вашего правого нижнего угла. Но камера сама будет работать. И крайняя правая кнопка увеличивает Vinteo Desktop на весь экран. Клик по ней же вернет все в первоначальное состояние. И еще одна кнопка посередине справа включит режим картинка в картинке. И вы сможете вывести конференцию в мобильном окне прямо на ваш рабочий стол, если вам нужно сделать что-то в режиме мультизадачности. Например, откройте вашу презентацию и поместите конференцию куда-нибудь в угол, чтобы она не сильно мешала. Таким образом, вы остаетесь в конференции на связи с коллегами и можете делать что-то в режиме мультизадачности. Вернуть все в первоначальное состояние можно, нажав на эту же самую кнопку.